Привет, друзья! С вами Валерий Казаков и замечательная задачка переводного экзамена из 8 в 9 класс южнокорейской школы. Что дано? Дан квадратик АБЦД, проведена диагональка БД и отрезочек МК параллельной стороне АД. Вот эти отрезки, диагональка и наш проведенный, пересекаются в точке N. Оказалось, что площадь зеленой трапеции АМНД равна 5, а красненькой трапеции БЦКН равна 8. И нужно найти площадь этого квадрата АБЦД. И вот ответы на выбор, они могут вам помочь, хотя задачу может решить, конечно, и пятиклассник, но очень одаренный, скажу сразу. Вначале пару слов, как мы уже завели традицию об образовании математическом в Южной Корее. В классах сейчас стало меньше учеников, было 30, с 2017 года уменьшили, 15 учеников, до 15 учатся 12 лет, 6 плюс 3, зарплата 2500, 3500, если перевести в доллары. Главные предметы – корейский язык, математика, английский язык. Математике огромное внимание уделяется. Хотя 5 уроков обычно в неделю математики в школе. Однако школьники сидят допоздна еще, на дополнительных всяких. Самое главное, ходят так называемые хогвартсы в академии частные. И там по 2 урока в день еще добирают. Неделю получается 15 уроков. Выпускной экзамен называется СУНИН. Самый сильный в мире экзамен выпускной по математике. 100 минут. 30 задач, 22 задачи общих для всех и 8 на выбор по различным разделам. Алгебра начала анализа там, производная, интеграл и так далее, геометрия, планиметрия, стереометрия и вероятность. Задания типа А и Б, заданий С с полным решением нету. Ну, то есть как в Беларуси и в Украине. На международной Олимпиаде занимает Южная Корея 3-4 места, конкурируя с Японией. То есть геометрию сохранили Китай, Япония, Южная Корея, эти такие мощные индустриально развитые страны в Европе, Венгрия, Румыния, ну и страны СНГ, конечно. Ну все, я временно прощаюсь с Японией. В конце дам задачку вам с экзамена СУНИН для домашнего решения. Вы попробуете. И дам информацию об этом экзамене. Вы сами прочитаете, лучше меня найдете и все узнаете, если это вам будет интересно. А я возвращаюсь к нашей задачке и говорю, площадь зелененькой трапеции сколько? Помните? 5. А красненькой 8. А что найти? Площадь квадратика. Ну, все просто вроде бы, да? Я вот буду решать как пятиклассник, поэтому вспомню 2 замечательных свойства. Их можно рассказывать в 5 классе абсолютно запросто. В 5, 6, олимпиадникам, конечно, на кружке, всем это не годится. Вот если провести 2 отрезка, параллельные сторонам квадратика, они разобьют весь квадратик на 4 прямоугольничка с площадями S1, S2, S3 и S4. Оказывается, замечательное свойство. S1 умножить на S3 равно S2 умножить на S4. Ну, почему это так? Посмотрите, я части этих 2 отрезков обозначил А, Б, С и Д. Площадь S1 чему равна? А на Д, а S3 Б на С. Получается, S1 на S3 что нам дает? А, Б, С, Д фактически, правильно? А S2 это А на Б, S3 это С на Д, и получается и справа А, Б, С, Д. Произведение 4 этих малых отрезочков. Все. И частный случай. Если вдруг отрезки пересекаются в точке, которая лежит на диагонали, во-первых, мы получаем 2 квадратика. Вот площадь S1 – это квадратик, это квадрат. И площадь S3 – это тоже квадрат, правильно? Ну, легко объяснить, здесь 45 градусов, понятно, что квадрат. И 2 равных прямоугольника, то есть S2 и S4 – это прямоугольники равны между собой со сторонами А и Б. То есть тогда можно записать, что S1 умножить на S3 равно S2 на S2. То есть S2 в квадрате, откуда S2? Это корень квадратный из S1, S3, то есть среднее геометрическое. Ну, вот такие замечательные вещи, но это точно для 5 класса, но там, скорее всего, для 8. Ну что, приступим к решению. Я уберу 8 и 5, но мы их помним, чтобы это нам не мешало. И проведу вот этот отрезочек. О, получается 2 квадратика слева и справа внизу, верно? Верно. Я обозначу площади треугольничков, то есть половинок этого квадратика, x и x. Тогда вот этот прямоугольничек, вот А, М, Н
F. S, A, M, N, F. Чему будет равна? A, M, N, F. Ну, зелененькая трапеция, площадь 5, треугольничек x, 5 минус x, правильно? 5 минус x. Все. Тогда и этот прямоугольник 5 минус x, они равны, мы сказали. Вот это 5 минус x. Когда от восьмерки сколько остается? 8 минус, устно, 5 минус x. Это будет x плюс 3. Это x плюс 3. Проверяем. X плюс 3, 5 минус x. X и минус x уничтожилось. 3 плюс 5, 8. Это было 8. Ну, тогда это x плюс 3, потому что квадратик. Все. Все, ребята. Осталось использовать наше свойство. Вот это. Вот это. Вот это будет s. Все, 1. Вот это все будет s3. Вот это будет все s2. А вот это все s4. Правильно? Правильно. Перемножаем. Получается, ну что тут? 2х умножить на 2х плюс 3. Это я вот перемножил s3 на s1. Равно 5 минус х на 5 минус х, 5 минус х в квадрате. Ну и все. Конечно, можно решить очень быстро, но само по себе интересное решение. Смотрите, 4х квадрат минус х квадрат дает 3х квадрат. Здесь будет 12, так, и минус 10 переносим плюс 22х. И что тут получается? 25 минус 25 равно нулю. Вот здесь есть метод переброски, о котором я уже рассказывал как-то в одном из роликов. Умножаю старший коэффициент на свободный, минус 75. При помощи теоремы Виета, там обратный, нахожу корни. Это будет минус 25 и 3. Сумма их равна второму коэффициенту, взятому с противоположным, и делю на старший коэффициент. Все. Я получил устно корни. Один корень минус 25 третьих отрицательный не нужен нам, а второй положительный нужен. Единичка. Получается, х1 равно единице больше нуля. Я тогда все здесь сотру и скажу, что мы нашли, что вот эта площадь вот этих треугольничков единичка. Площадь квадратика 2, тогда сторона квадратика корень из 2. А площадь АМКД, САМКД, чему равна прямоугольничка? Это зеленая трапеция, которая 5, и плюс желтенький треугольничек, значит 6. Чему же равно тогда АД? Надо площадь 6 этого прямоугольника разделить на сторону, на КД, на ширину. Правильно? Корень из 2 здесь, корень из 2. Получается 6 делить на корень из 2. Что получается? 3 корней из 2, правильно, да? 3 корней из 2. Все, сторона. Когда вот это сверху нарисуем 3 корней из 2, и тогда площадь нашего квадратика будет 3 корней из 2, квадрате 18. Задачка решена. Какой ответ? 18 сантиметров в квадрате, по-моему, да? Я уже не помню. Ответ 18 сантиметров в квадрате. Напишите свое решение, конечно. Здесь много очень разных красивых вариантов. И огромное спасибо тем, кто поддерживает наше образование, чтобы оно было, ну, не очень-то хуже вот корейского, скажем так. Кто подписан на канал, ставит лайки, пишет комментарии. Огромнейшее вам спасибо. Мы вместе делаем одно большое дело. А теперь, как и обещал, вот надо вам прочитать, если хотите информацию про страшный экзамен Сунын, когда замирает вся страна, вот. И, конечно, это все большое напряжение, стресс, высокий уровень там, самоубийств среди молодежи и так далее, но вот такой выбор. И вот задача на нахождение длины отрезка в каком-то треугольнике. И здесь, мне кажется, все-таки у них перевод неправильный. Не на стороне BC, а на прямой. На прямой. Ну, посмотрите, знатоки, на прямой. Ну и здесь, по-моему, на прямой от С. Выбраны 2 точки. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.